Все мы в детстве когда-то хотели иметь сверхъестественные способности. Даже мечтали, представляли себе, какие у нас будут. В этом видео я хочу приподнять завесу этой тайны и хочу поделиться своими знаниями в области нумерологии и рассказать, какие же у вас есть сверхъестественные способности, зная всего лишь только дату рождения. Итак, давайте приступим сразу. Возьмем, к примеру, дату. 14 июля 1900, пусть будет 73 год. Как мы будем делать расчет? Визуально я для себя делаю такие границы, чтобы отделить день, месяц и год. Мне так удобней. Как мы будем считать всю эту композицию? Для начала нам нужно сложить числа нашего дня рождения. То есть мы складываем единицу и четверку. То есть 1 плюс 4. И в сумме у нас получается число 5. Затем мы складываем числа нашего месяца рождения. Здесь у нас получается 7, то есть 0 и 7. Если мы сложим 0 плюс 7, то мы получим число 7. Затем мы складываем наш год рождения. Здесь мы плюсуем также по такому же принципу. То есть 1 плюс 9 плюс 7 и плюс 3. В сумме у нас получается 20. Это двузначное число, и нам его надо редуцировать до однозначного числа. Каким образом мы это сделаем? Мы складываем 2 плюс 0. И у нас в сумме получается 2. У нас получилось 3 рабочих числа. Что мы делаем? Мы просто суммируем все эти 3 числа вместе. То есть 5 плюс 7 и плюс 2. Мы получаем 14. Это двузначное число, и нам его тоже нужно повести к одному числу. То есть мы складываем единицу и четверку. И у нас получается наше рабочее число 5. Теперь давайте кратко будем характеризовать числа от 1 до 9, то есть те числа, которые нам нужны будут в работе. Начнем с числа 1. Число 1. Представитель такого числа, они потенциально обладают даром, который почему-то они не ставят в ряд с другими паранормальными способностями, отнеся его к проявлению мира ментального. Совершенно ясно, что харизму мы ничем не спутаем с обычным обаянием, исключительно душевными качествами или идейной какой-нибудь убежденностью. Когда мы говорим про кого-то харизматичная личность, то имеем в виду нечто большее, но не всегда, кстати, положительное с точки зрения морали. Поэтому большинство людей не могут сказать определенно, в какой области качества его причислить. То есть речь идет о так называемой харизме, то есть это способность человека вести за собой множество людей и вызывать любовь и восхищение, не прикладывая к этому почти никаких усилий. Тем не менее, харизма, без сомнения, относится к разряду мистических способностей, потому что подтверждается это хотя бы тем, что никто еще не дал другого убедительного объяснения. Да и большинство интуитивно чувствует необъяснимую природу этого дара. В случае с единицей основные, скажем так, усилия придется приложить к тому, чтобы решить самую большую проблему – это полное отрицание этого дара у себя. Число 2.
двоечка. Обладатели числа 2 имеют врожденные способности к так называемому рентгеновскому зрению. То есть потенциально каждый представитель числа 2 может стать великолепным диагностом, читающим людской организм как открытую книгу. В материальном мире люди числа 2 становятся отличными медиками, психологами. И если же, например, представитель этого числа выбрал другую профессию, да, то его дар может проявляться в поразительном угадывании каких-то определенных событий, либо чисел, и он при этом может угадывать настроение других людей. Такие способности не имеют ничего общего с предвидением или интуицией. То есть эти люди просто могут разглядеть внутреннее напряжение, либо наоборот расслабленность человека своим дополнительным зрением. Число 3. Как правило, представители числа 3 обладают врожденными способностями к целительству. У них значительно большой уровень биоэнергетического потенциала, вектор которого направлен на созидание. То есть, скажем так, медику тройки гораздо труднее придется, если он решит реализовать свои мистические способности, только потому, что весь его материальный опыт будет направлен на подавление дара. Также есть несколько вариантов заметных проявлений этой врожденной способности. Если дар совершенно не получил никакого развития, а человек с детства вращался в обществе с сугубо материальными ценностями, то, скорее всего, он будет очень плохо себя чувствовать среди больных людей. Другой вариант, при котором человек с врожденными способностями к целительству получил в детстве пусть и минимальную возможность для развития своего дара, то до полного осознания своей силы ему придется приложить достаточно мало усилий. Например, успокаивая или утешая кого-то из близких, представитель числа 3, всегда будет использовать тактильный контакт. Например, подержать за руку, погладить по голове, обнять. И рано или поздно, но такой человек заметит, что такая тактика гарантирует почти немедленно положительный результат. Если у вас 4 получилась, 4 может говорить о том, что такие люди обладают врожденными способностями в области магии и оккультных наук. Это не случайно, ведь из всего многообразия мистических сторон мира именно магия больше всего привязана к осязаемым предметам и опирается на большое количество материальных ингредиентов. Проявляется магический дар у человека с числом 4 всегда по-разному. Первые, самые распространенные люди не очень контролируют принадлежащие им вещи, то есть у них что-то может пропадать. Потом второй весьма такой красноречивый признак – это отсутствие крепких и прочных отношений с денежными купюрами. То есть безналичные расчеты всегда пожалуйста, а вот с наличными либо бумажными деньгами, возможно, могут быть какие-то трудности. Если же человек числа 4 самостоятельно развивает свои способности до такого уровня, при котором они становятся заметными, то, скорее всего, он тут же найдет применение своим мистическим способностям. Например, человеку мешает громкая музыка у соседей, и он совершит некое неуловимое для него умственное усилие, через некоторое время он может наслаждаться тишиной. Следующее у нас число 5. 5. Люди с числом 5, у них больше к спиритуальной идет наклонности. То есть эти люди могут чувствовать какое-то, скажем так, присутствие в квартире либо в доме. То есть буквально ни с того ни с сего они могут почувствовать озноб или там удивиться, что, отойдя от какого-нибудь там красивого пейзажа, да, может там затасковать, либо почувствовать какое-то, может быть, присутствие. То есть происходит это потому, что это можно называть так называемыми эмоционациями или энергетическим следом души. То есть такой человек обладает способностью чувствовать такие следы настолько лучше, чем другие обычные люди. Также, например, такие люди могут обычно смотреть как-то, что может
двигаться предмет какой-то, либо чувствуют, что происходят какие-то непонятные в доме моменты, ситуации, которые они не могут объяснить только тем, что это что-то рациональное. То есть люди чувствуют присутствие каких-то других посторонних материй. Число 6. Шестерка говорит о том, что у человека есть способности к телепатии. То есть люди могут угадывать чьи-то мысли, а также могут передавать свою телепатическую способность. Телепатические способности тем могут быть и неудобны для осознания и использования, что наиболее бессознательные. То есть это совершенно не означает, что нужно отпускать руки и сдаваться. Например, что если человек искренне поверит, что у него есть телепатические умения, то развивать их будет намного проще. Многие люди обладают таким даром и постоянно им пользуются в весьма успешных целях. То есть за что только могут не понимать такие люди телепатию. Например, интуиция, либо хорошее знание человеческой природы. Но первым опытом для получения развития этого дара необходимо признаться самому себе, что он есть. 7. Число 7 говорит о том, что у человека есть способности к ясновидению. То есть мистический талант не может не проявляться совершенно. Он даже в абсолютно неразвитом состоянии дает о себе знать, и многие представители числа 7 догадываются о наличии у себя столь необычного дара. То есть в большинстве случаев они стараются его как-то не афишировать. Проявляется дар, скажем так, у теоретически неподкованных людей в самых различных ситуациях. Например, человек числа 7 может ни с того ни с сего, выйдя на улицу из дома, машинально прихватить с собой, допустим, зонтик, да, а при этом синоптики не прогнозировали дождя. И через некоторое время пойдет дождь. Число 8. Какие могут быть мистические способности у числа 8? Как и в случае с единицей, 8 обладает мистическим талантом в области, которая до недавнего времени не носила никакой классификации. То есть ее относят к разряду паранормальным. Речь идет о способности подключаться человека к единому полю Земли. Даже находясь в зачаточном состоянии, дар 8 проявляет себя налево и направо. Причем для того, чтобы успешно пользоваться им на практике, человеку не обязательно отдавать себе в этом отчет. Можно просто пользоваться проявлениями этих способностей. Например, во время экзамена весьма непосредственно подготовленный студент, допустим, вытягивает билет, который он очень хорошо знает, и в течение некоторого времени он вспоминает его. И он, соответственно, выходит отвечать к доске, либо на экзамене, и выдает совершенно правильные ответы, и получает хорошую себе оценку. И выходя из аудитории, он забывает об этом происхождении, об этом моментально. И если у него спросить, например, какой-то вопрос по этой теме, то он тут же потеряется и скажет: я же все-таки готовился как-никак. То есть, повторюсь, что даром подключения к информационному полю Земли можно пользоваться абсолютно бессознательно. Но если все-таки хочется развить в себе эту способность, нужно научиться создавать себе в голове некий вакуум. Число 9. Число 9 может говорить о том, что очень высокий уровень духовного самосовершенствования. И врожденная мистическая способность у представителей этого числа относится к более высокому уровню влияния на материальный мир. Например, у 9 существует возможность изменять энергетические и магнитные поля. В случае, когда способность недостаточно развита, она может проявлять себя в затрудненном контакте с электроникой, электрикой. Могут часто ломаться какие-то электроприборы, компьютеры. И следующий уровень будет магниты, меняющие в вашем присутствии полярность, например, не работающие на руке часы, либо электронные, либо механические, либо они полностью могут выходить
из строя. То есть могут выходить из строя приборы, которые в радиусе нескольких метров. Например, компас может показывать совершенно другое направление. И, безусловно, этот дар можно развивать, причем довольно успешно. То есть слишком серьезная способность на неподготовленного человека может оказать негативное воздействие. А скажите, пожалуйста, какие у вас есть проявления мистических способностей? Мне интересно будет почитать ваши комментарии. Если это видео понравилось, то ставьте лайк ему, пишите комментарии для продвижения этого видео. Мне будет приятно.